Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас очень серьезная тема, и это ответ на вопросы тех, кто занимается черенкованием, не только роз, но в основном у меня вопросы по розам. Любые древесневшие части растений, и декоративные можно, и различные цветочные растения нужно и можно проводить нарезку и укоренение черенков растений в октябре 2021 года. Я подготовила вот такой график, и сейчас его хочу вам объяснить, почему именно такие даты и такое время. Это связано с тем, что у нас очень сложный период в октябре. И я выбирала буквально по часам вот эти периоды для того, чтобы получить хороший результат. Потому что, например, вот первый период, вот Дева, убывающая луна, это период перед новолунием 6 октября. И там получается очень маленький, вот смотрите, 3 октября с 13 часов до конца суток, 4 октября с 0 часов, и только до 12 часов можно заниматься черенкованием. Мне сразу есть такие, что пишут, могут возразить, как же вы, вот это скоро же будет дни Геката, черная луна, а вы советуете нам укоренять череночки. А советую, потому что кроме знака зодиака, в котором находится луна, еще важное значение имеют расположение некоторых планет, которые отвечают как раз за то, чтобы вот эти результаты, агроприемы, которыми мы занимаемся, были с хорошими результатами. Так вот, вот этот период, когда я выбирала, я еще просматриваю планету Венера в данном случае и белую Луну. В данном случае Венера дает нам очень позитивную энергию. Она находится в Скорпионе и будет находиться, кстати, до 7-10. И у нас как раз есть очень хорошее время продуктивно использовать вот этот момент. Луна способствует и покровительствует, и помогает укорениться черенкам, тем более в знаке Девы. Ну и белая луна в знаке Козерог. Это снова же укоренение. Козерог у нас это время дней корня. Естественно, белая луна в этот период очень тоже хорошо будет способствовать вот этому хорошему агроприему приживаемости черенков. Далее, хороший период у нас Козерог, растущая луна. Снова же могут возразить, что как же так, 13-го у нас переход будет с первой во вторую фазу. И такой вот период, почему его используем? Да потому что используем именно тот продуктивный период, который можно использовать. И я его всегда вычисляю. И поэтому, если мне пишут, напишите нам, в каких знаках чего делать, никогда это не повторяется. Вот это никогда не повторится. Возможно, один раз через 1000 лет. Поэтому вот каждый знак, каждый период имеет свои особенности и имеет своих помощников. Козероги при растущей луне. Снова же Венера уже будет в Стрельце. Она будет находиться в Стрельце. Это очень быстрый огненный знак, хороший. Плюс белая луна в знаке Козерог. И у нас получается, что 11 октября с 20 часов 50 минут и до конца суток можно нарезать череночки и укоренять их. А 12 октября все 24 часа. И я, естественно, еще дописываю, почему мы не можем 13-го. Некоторые будут возмущаться, 13-го тоже. А Козерог, почему мы не используем до 23 часов это время? Да потому что Луна без курса у нас 13 часов 55 минут до 23 часов 47 минут. Это время перехода в другой знак уже. И плюс переход Луны из первой во вторую фазу в 6 часов утра 26 минут, и это как раз маленькое полнолуние или новолуние, и плюс-минус 12 часов от этого периода, от 6 часов 26 минут. Поэтому очень важно вот это вычислить и вот это время использовать, продуктивное время для того, чтобы укоренить, нарезать и укоренить череночки. Следующий период очень маленький, и он связан с сожженным путем полнолуния, потому что 21 и 22 до 15 часов это сожженный путь полнолуния. И остается у нас 22 октября с 15 часов только до 22 часов. Потому что Луна без курса уже 22 октября будет с 0 час, с 23:37 минут до конца суток,
а 23-го вот с 0 часов до 10 часов 57 минут. Практически больше продуктивного времени в Тельце нету. Поэтому мы должны с вами вот этот период вычистить, убрать. Оставим только то, что продуктивно. А продуктивно у нас 22 октября с 15 часов и до 22 часов. Далее у нас еще Дева один раз подарит хорошее время в октябре для того, чтобы мы могли заняться укоренением черенков. Это 30 октября с 22 часов до конца суток и 31 октября все 24 часа. Деве снова же при убывающей луне помогает Венера. Венера отвечает за красоту, за здоровье, растения, естественно. Венера встретится до 5-11 ноября, смотрите, и белая луна в знаке Козерог. Тоже белая луна помогает в Козероге формировать хорошую корневую систему. Смотрите, как нам белая луна в Козероге вот этот период будет помогать. Она просто специально, наверное, такие задачи свои выполняет в это время. Я всегда поражаюсь тем, что все равно при самых различных ситуациях нам дается возможность выбрать все равно хороший продуктивный период для того, чтобы выполнить какие-то важные работы. А это работа размножения растений. Ну и на этом не закончится. Я хочу, чтобы вы дослушали, досмотрели это видео. Просто-напросто очень важная информация у нас. Выход из ретроградности в октябре будет 3 важных планет. Плюс Венера тоже у нас будут различные ситуации с ней. В космосе всегда ритмы определенные и всегда движуха, движение очень сильное. Плутон у нас 6-го выйдет из ретроградности, Сатурн 11-го и Юпитер 18-го. И посмотрите, вот эти тоже энергии очень важны. Для чего? Это касается погоды. Почему я говорю, досмотрите до конца. Вот Юпитер в рыбах будет с 29-12. Это важно. Это вода. Это нам помощь, конечно же, снега, если зимой заметели. Далее Нептун с 1-12 выходит из ретроградности и в рыбах до 28.06.22 года. Директный в движухе и тоже, прошу за такие слова, но это говорят мои коллеги, дачники, огородники, движение. И, естественно, движение будет уже из ретроградного 1 декабря. Ну и Венера у нас ретроградная будет аж 19 декабря выйдет, пойдет в ретроградность и будет находиться там с 5-11 в Козероге до 29.01. То есть, смотрите, какая ситуация. Зима будет сложная. И если вы высадите так, как мы это садили, допустим, я в 2016 у меня ролик есть, в 2018 мы высаживали в сентябре месяце, август, сентябрь и даже в октябре черенки розы, и все получалось хорошо. У нас были теплые зимы. Вы сейчас уже убедились в том, что в сентябре холодно. И во многих регионах и морозы, и снегопады, и метели. Это все будет дальше продолжаться и нарастать. И вот Нептун с 1-12 нам еще будет дарить большой объем осадков. И если мы с вами снова по старому пути высадим череночки в открытом грунте, конечно же, не получится ничего. Поэтому уже в прошлом году были проблемы, многие мне писали, что не получается. Конечно, не получается. Смотрите, что у нас с климатом, с природой. Все меняется. Водолей дает нам ветер, обязательно Козерог дает нам тоже, и тем более Плутон в Козероге, это и морозы, Сатурн с Солнцем там будут создавать ситуацию тоже такую, что будут морозы, и Нептун будет нам дарить снега, осадки, которых не было вот такой период, когда он был ретроградный, будет еще ретроградный. Поэтому я сейчас хочу вам поделиться и показать тот способ, который мне подсказали наши коллеги из-за границы, то есть из европейских стран. Несколько человек прислали мне в прошлом году и позапрошлом году уже результаты своих укоренений в доме. Они получили в подарок розы, какие-то растения достали, и они провели вот такую агрооперацию. И я хочу с вами вот этой агрооперацией поделиться. Почему? Потому что вы таким образом можете сохранить свои саженцы и к весне, даже к лету уже,
к концу весны, начале лета 2022 года иметь саженцы, здоровые, хорошие саженцы. Что для этого надо? Для этого нужно горшочек. Я взяла маленький такой горшочек, но чем больше, тем лучше. Вот, допустим, такой горшок, можете несколько черенков укоренить, чтобы был объем земли очень хороший. Кстати, поливать прошу по нашим календарям. Далее, что нам надо? На дно обязательно нужно установить вот такой дренаж. Обычно керамзит используют, но вот сейчас современный вот этот материал я очень активно использую. Корешкам очень удобно, тепло там все время, холод не поступает, поэтому, пожалуйста, вот это используйте. Вот этот материал называется полистирол. Вот. Далее, что нужно для того, чтобы хорошо укоренить черенок? Любой. Я сейчас на примере просто покажу, у меня калина, я покажу, как это делать. Берете что-то такое, что у вас есть, разрыхливает почву, но не берете торф. Ни в коем случае не берите, потому что очень часто он кислый и растения погибают. Не получите вы ожидаемого укоренения. Берете огородную землю даже и торф. Здесь для этого дела, для укоренения, я беру 40% кокосового субстрата. Это самый лучший материал. Сейчас есть другие тоже экологически чистые различные материалы для того, чтобы сделать вот такую рыхлую, очень красивую землю. У каждом регионе, в каждой стране есть свои материалы. Так что изучайте. Но торф, снова же я говорю, что торф очень многих подвел. В 2021 году люди просто-напросто потеряли и черенки, и семена. Поэтому вот что вы делаете. Земля влажная, вот таким образом. В дни, когда я вам назвала, и время, которое я вам назвала, берете горшочки и насыпаете земельку. Она у меня влажная. Так, далее я нарезаю черенки. Ну, правила нарезки черенков вы все знаете. Ниже почечки. Вот так, на 1 сантиметр. Оставляем 1-2. Так, ниже почки. Здесь срез у нас. Оставляем 1-2. И сверху вот так срезаем. Естественно, укорачиваем листики. Убираем их практически. Для того, чтобы не было испарения. Вот вам один черенок. Можете даже вот таким образом. Одна почка. Есть, бывают такие случаи, когда редкие какие-то растения, и только кусочек достается. Пробуйте разные варианты. Вот. Видите, сколько я в землю? Вот эту почва-смесь отправила. Далее нужно обязательно прижать и слегка полить. Дева — это хорошее время как раз для полива. Подкормку мы никакую не делаем. Есть кто-то, кто какие-то укоренители использует. Используйте. Это не страшно. Полили укоренитель. Я не поливаю. Сейчас у меня земля влажная. Я это буду делать чуть-чуть позже. Далее вам понадобится бутылка. Многие тоже допускают ошибку. Значит, смотрите. Очень важно иметь бутылку прозрачную и вот с крышечкой. И не здесь срезайте, как вы делаете, потом снимать. Это вам нужно будет для закалки. Я просто ее сниму для того, чтобы проще было резать. Смотрите, что делаете. Нужно разрезать ее вот здесь, внизу. Желательно это делать ровненько, чтобы было прилегание к земле. Неровно. Сейчас еще раз сделаем такой проход с этой стороны, чтобы не оттопыривалась эта часть. Ну вот, почти что выровняли. Вот. Чистая бутылка должна, помойте, если она от воды сладкой. И делаем парничок. Смотрите. Просто-напросто. Вот эту бутылку вот таким образом. И сейчас покажу, как я буду поливать. А теперь смотрите, внизу нужно будет тарелочку подложить. Что-то такое, чтобы не вытекала вода. Вот вы посадили.
А теперь проливаете. И, кстати, потом поливы будете проводить именно здесь. Вот смотрите, полили, потом спушили землю вокруг, и у вас находится. Пока вы не увидите, что растет уже, я сразу отвечаю на много вопросов, если вы увидите, что уже почечки начали двигаться, расти, и еще не спешите открывать. Вы можете просто-напросто, если земля забита, там сорняки вдруг начали расти, вы тихонечко полили перед тем, как снять бутылку. Она легко выходит. Полили, спушили землю. Надо все-таки здесь. Или полили сверху. Можно перед тем, допустим, если вы хотите снять бутылку, можно сюда немножко водички полить, видите, и тогда легко снимается. Сняли бутылку, взяли, вспушили землю вообще вокруг сначала земли. Так, мы сейчас вот таким образом. Здесь вспушили землю. Подняли, там, если травка есть, убрали, тоже вспушили землю. И возвращаете сюда. И у вас там тарелочка, влага собирается, вода не вытекает. Созданы все условия для того, чтобы укоренение было. Оставляйте этот горшочек, емкость, что у вас будет, желательно не на подоконнике, а на месте нейтральном, где есть свет, потому что подоконники, вот снизу холод поступает всегда. Сейчас зима наступает, и все, у кого хороший результат получался, они используют для этого где-то столик недалеко, снова же не надо у самого нагревательного прибора или место, где у вас высокая температура. Здесь должно быть где-то в пределах от 20 до 24 градусов, 25-26, самое большее. И вот это тепло даст возможность развиваться корневой системе, нарастать будет корневая система. Если же на улице вот, то холодно, то вымерзает, то дожди, то, естественно, вы понимаете, что корневая система при таких температурах, которые я вам показала, они не будут развиваться, эти растения. Просто-напросто корневая система будет погибать. Плюс при большом избытке влаги корневые гнили уничтожают растения. Вы же себе на тарелочку положили в месте, где у вас свет есть, не обязательно солнечный свет прямой, и растение начинает, когда начнет пускать уже веточки, листики, вы просто-напросто открываете крышечку. Сначала на небольшой период, допустим, на час, и накрыли. На ночь сначала привыкают ваши растения. Далее на 2 часа увеличиваете так постепенно, далее оставляете в бутылке, дальше растет, воздух поступает, дальше все время увлажнение не переувлажняйте, только в благоприятные дни, не вздумайте поливать в гнилые дни, и после полива вспушиваете землю, и у вас будет развиваться хорошо корневая система. Вы увидите сами, что корешочки вылезают, и тогда у меня вот, значит, в апреле месяце, еще холодно было такое письмо, фотография, что делать с корешками. А сделали перевалку в больший горшочек всего-навсего. И в июне уже, сначала в мае вынесли в теплицу, уже в большом горшке, и только в июне высадили эту розочку. И фотографии высылали, красивая роза, красивое растение, здоровое растение. И оно вошло в зиму нормально. Это позапрошлом году у меня была такая ситуация. И нормально вошло растение и радует своих хозяев, потому что оно адаптировано было, подготовлено, и, естественно, хорошая корневая система сильная, закаление прошло. Когда вы уже увидите, что растет кустик, тогда уже полностью снимаете. Снова же снимаете бутылку на час, укрываете 2 часа, и так вот недельку вы доводите до состояния, когда ваше растение уже будет находиться без бутылки, будет находиться снова же на окне. Сильные морозы ставите недалеко от окна. Если же тепло уже на окошке, можете переносить на окошко. И на окошке тоже старайтесь вот этот полистирол укладывать для того, чтобы было тепло. И с этой стороны от окна, и, естественно, снизу. Обязательно. Это сейчас материал находится в любом количестве, где угодно его можно в строительных магазинах купить. И в магазинах, где продается бытовая техника, электроника. Это сейчас не проблема. Это можно покупать спокойно и использовать. Вот так еще раз вот закладываете себе, закрываете, и корни
будут защищены от холода. Потому что именно холод приносит влага, корневые гнили, как бы вы там ни защищали, а вот гниет и много воды, не переливайте. Нужно создавать условия такие, как будут уже в почве, в открытом грунте. Я вам сегодня ответила на ваши вопросы, когда можно укоренять черенки любых растений, показала, как это делать именно в этом сезоне. Особенность есть, и в следующем году может еще что-то измениться. Будем меняться, подстраиваться, потому что меняется климат, меняются условия, меняется сама земля, и, естественно, мы должны вот под эти условия подстраиваться, находить вот эти важные моменты и сразу же перестраиваться для того, чтобы получить хороший результат. А хороший результат для нас, чтобы наши были райские сады, живые здоровые растения, дарили нам плоды, чтобы цветы цвели, чтобы овощи радовали нас своим здоровым видом и вкусными витаминными плодами и зеленью. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео сегодня для вас. И вот этот опыт такой, который уже использован не только мной, но и нашими многими зрителями и подписчиками, я думаю, что вам это все пригодится. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале.